И вот в такое волшебное утро я снова выбрался на Селигер. Селигерское солнечное светило уже поднималось из задубья, и я уже приплыл на свою точку. Встал на буйки и стал подкармливаться шарами. Шары я смешиваю утром с глиной. У меня стоит ведро с водой и с глиной, и там я черпаю глину и смешиваю со своим комбикормом. Вот такая простая подкормка. И тут же поклевка, и тут же, друзья, что-то тащу. Рыбка упирается, катушка сработала, она трещит. Вот она, первая рыбка на матч-слайдер. Рыбалка с лодки на матч-слайдер. Глубина 10,5–11 метров. Дистанция от лодки 15 метров. Бросаю где-то метров на 30. Ест кашку подлещик, ест. Замечательный подлещик, друзья. Вот какой отличный. Смотрите, вот она, рыбалка на матч-слайдер с лодки. Самое лучшее, друзья, что можно придумать. Самая красивая рыбалка. Так, друзья, дело пошло. Вот мое удилище, а там у меня уже что-то клюет, друзья. Там я вижу, как поплавочек медленно поднимается и опускается в воду. И снова подсечка на фидерные удилища ловлю. Смотрите, как сгибается мой квивертип. Смотрите, друзья, вот она, рыбалка. Вот она, рыбалочка, друзья, и здесь, похоже, клюет. Тащу, а вот это уже надо в подсачник брать. А вот эта рыбка уже пойдет в подсачник. Глубина-то почти 11 метров, друзья. Вы представляете? Этот уже грамм на 200. Вот он, подлещик какой. А я ведь первый раз выехал в Волоховский плес, недалеко от Задубья, напротив церковь. Вот он, точно грамм 200, друзья. Вот точно грамм 200. Классный штиль, зеркало. А я на рыбалке. Вот, в садочек все кладем в садочек. Вся эта рыбка пойдет Джессике на кашку, моей собачке. Любит она кашку с перловкой, с манкой, и с рыбой, и с пшеном. Вот, друзья, и снова поклевка. Вот все-таки на матчевые удилища ловить гораздо лучше, чем на короткие. Гораздо быстрее. Не надо сматывать все это в лодку, где ветром может все расшатать. Упирается. Опять хорошая рыбка. Опять в руках подсачник, друзья. Опять боремся. Опять рыбка хочет уйти. Плещется по воде. Видите, потихонечку подтаскиваю. Потихонечку. Поводочек-то, друзья, 0,1. Есть. Взял. Отлично работают мои самодельные поплавки. Отлично, друзья. Около 20 сантиметров поплавочек. 32 грамма весит. И плюс 10 грамм отгрузка на поплавке. Вот они. Такие поплавочки ловят замечательную такую рыбу. А бортовушечка-то, друзья, молчит. Видите? Короткая удочка. Не хочет рыба брать около лодки. С 11 метров и не берет. А по самой причине, друзья, что она и с 11 метров видит лодку. Она слышит ее. Хоть я и осторожно в ней, нет, друзья, а вот и поклевочка на бортовушку, и упирается рыбка. Вот она, замечательная рыбалка.
Это вам не на троллинг. Вы будете полдня сидеть и одну поклевку, а тут прошло немного времени, а я уже устал. У меня уже руки устали рыбу таскать. Под лодку уходит. Под лодку, видите, осторожно вытаскиваю и скидываю все на доску. Вот на матч лучше ловить. Почему? Все скидываете на катушку, но с другой стороны, когда вы в руках держите леску, то ощущения, друзья, совсем от рыбалки другие. Тоже хороший подлещик, грамм на 100, шикарный. Главное, поклевки идут. Главное, друзья, что я рыбу ловлю, и что она ловится. Вот что самое главное. И рыба-то, друзья, не мелкая. Рыба, друзья, хорошая. Ну что, никак мне не достать крючочек. Ну не хочу я лезть. У меня специальная такая штучка, друзья. Не хочу я лезть. Придется вырывать. Что ж делать? Вот, друзья, небольшая операция с подлещиком. Других вариантов нет. Вырезать ничего не буду. Рыбалка есть рыбалка. У каждого бывает такая ситуация. Это все равно, друзья, собачки. Я же не отпускаю ее. Мне нужна рыбка для собачки. Так, вот он, мое фидерное удилище длиной 4,20. Уголь, между прочим, хорошее удилище. Главное, что в нем кольца пропускные, верхние кваверти большие. Вон, смотрите, как рыбка бьется. Даже не успел у меня червячочек до дна опуститься, как плотва его схватила, и все. И все, друзья. Работает моя оснастка, работают мои самодельные поплавки. Все, что нужно. Отличная плотвичка для собачки, друзья. Замечательная. Потихонечку набиваем садочек. Ведь ловится все это очень мало времени. 2-3 часа и клев прекратится. Ловим. Так, друзья. А что нужно поплавочнику для рыбалки на матч-слайдер? Вот крючковяз обязательно. Лесочку отрезать. Петлевяз, друзья, тоже нужен. Вот рыбочку освободить, то, что мне нужно было в предыдущий раз. Грузило, леска. Вот 0,1 у меня. А вот это девятка, крючки китайские, по китайской классификации, красные. А это, друзья, грузила, которые мне нужны. Вот небольшой вот такой вот наборчик. Вот, друзья, а это с топора вязать. Вот, опарыш свой, червяки свои, небольшая коробочка, которая поместится к вам везде. Ловим, друзья, и снова поклевка. И снова, друзья, рыбка клюет. Тащим одну за одной, а вот здесь что-то хорошее. Надо еще ослабить, друзья. Вот здесь что-то хорошее. Тащим потихонечку, поводочек-то 0,1. Трещит фрикцион, срабатывает фрикцион. Вот она, рыбка, уже глотнула воздуху, уже подлещик не такой бойкий. Тащим, хорошая рыбка, хорошая. Вот рыбалка на матчевое удилище. Самое лучшее и главное, что можно ловить на 11 метрах. Я все боялся, что у меня стопорный узел будет на катушке. И при забросе, друзья, я думал, что будут у меня бороды. Не получится ловить на глубине 11 метров на матчевое удилище. Ничего страшного. Никакой бороды нету. Уж сколько рыбок я поймал. А леска-то 0,22, Думчев, черная, тонущая. Я брал в одном из интернет-магазинов. Найдете. Неплохая леска.
Главное, друзья, она мягкая, она как плетенка, и она тонущая. Вот то, что нужно для матчевой рыбалки. Вот хороший подлещик, вот точно грамм 200, друзья. Вот садочек-то мой набивается потихонечку. Вот он, друзья, самодельный поплавочек для матч-слайдера. Вот купите подушечку для йоги, и сколько можно поплавочков сделать? А? Великолепно! Гляньте монтаж. На поплавочек мы крепим специально для прохода лески. Найдете. Дальше вертлюг с грузом. Дальше опять вертлюг с грузом. Самодельные можете купить. Дальше грузило небольшое. Отгрузка где-то около 5 грамм. И сам крючочек девятка с червячочком. И как все это работает? Вот смотрите, друзья. Там еще около поплавка длинный вертлюг стоит. Обязательно длинный, чтобы леска на поводок не попадала. На поплавок. Вот, берем. Спокойненько забрасываем, но метров 25-30. Видите, как спокойно летит? Все. Ставим удилище, и теперь поплавочек дойдет до стопорного узла и встанет. А у меня уже следующая поклевка. Следующая поклевка на короткое удилище. Да рыбалка-то идет. Я не успеваю, друзья. Я вам даже не успеваю рассказать про все свои премудрости, которые есть у меня. Хороший подлещик на грудь. Вот этот точно на грудь пойдет. Этот можно без подсачника. Вот она, рыбалочка. Вот она, друзья. На все удочки клюет. Отлично. Ветерочек небольшой пошел. Но это к лучшему. Крупная рыба любит, когда червячочек там внизу дрыгается. И вот, друзья, тащу. Согнулось удилище. Согнулось. Потихонечку подтаскиваю. Хорошая рыбалка, хорошая, замечательная рыбалка. Наматываем леску на катушку и тащим на грудь, друзья, на грудь. Там вон, видите, и церковь, там вон Климова гора, а я стою здесь на 11 метрах и ловлю прекрасную рыбу, друзья. Что еще нужно человеку для того, чтобы получать удовольствие и наслаждаться рыбалкой на Селигере? Вот подсечка. Всплыл почти мой поплавочек. Есть рыбка, есть. Работает, срабатывает квивертип, гнется. Потихонечку подтаскиваю, фрикцион работает. Вот, друзья, рыбка за рыбкой. А я ведь первый день. Я до этого на этой точке не ловил. И выплываю-то я через 2, 3, 5, а то и через неделю получается только выплыть мне на рыбалку, друзья. Все домашние дела, а рыбка уже стоит. И хорошая рыбка. А если каждый день и кормить, вот точно будут хорошие лещи. На 11 метрах-то, там дальше яма 12-14, буквально недалеко. Она ж точно подойдет с ямы. Так, отлично. Отличная рыбалка. И крючочек хороший у меня сел. Да, друзья, берет практически только на червя. Только на червя. На опарыша практически поклевок нету. А вот так вот самое прекрасное червячочек. И червячка-то хватает хорошо. Любит она червячка. Вот она, рыбалка на Селигере. Вот оно, удовольствие. А вон там, друзья, дорожат. Люди приехали, отдыхают, наслаждаются, занимаются троллингом. Все ловят рыбу по-разному, но от троллинга я ушел. Так, вот
Фидерное удилище. Длина 4,20. Главное, что у квертипа пропускное кольцо большое. Чем отличается фидерное от матчевого? Примерно тесты одинаковые, а вот пропускные кольца у матчевого удилища очень большие, чтобы стопорный узел пролетал. Тоже фидерная, а вот она бортовушка. Обычная зимняя удочка для блеснения. Между прочим, вот это у меня на судака. И снова, друзья, поклевка. И снова, друзья, поклевка. И снова, друзья, я тащу рыбку. И снова, друзья, глотанула воздуху и плывет пластом кверху. Хороший подлещик, за 100 грамм это точно. А ветерочек-то все посильнее, друзья. Вот он, замечательный, это уже грамм за 200, а не за 100. Отличный подлещик, великолепный. Вот она, рыбалочка на Селигере. Хороший, толстенький такой, великолепный подлещичек. То, что нужно, друзья, то, что нужно. Вот какой красавец, а! Вот какой красавец! Вот какая рыбалочка! Так, в садочек, друзья, на палочку повесил, повыше сделал. А то в одну рыбалку я половину садка упустил. Ну что ж, бывает и такое. Набивается садочек, набивается. Вот поклевочка на короткую удочку. И тут срабатывает. На все удочки срабатывает. Я даже ту забросить не успел, как у меня уже здесь клюет. Вот рыбалка на 3 удочки. Ловим на 3 удочки. Разрешено. 10 крючков разрешено. А мы ловим подлещика одного за другим. Не крупный, но все равно пойдет отлично. Отлично, друзья. Вот как садочек набивается. А всего-то 1,5 часа прошло. За 1,5 часа я уже вон сколько наловил. И тащу, друзья, ту удочку так и не забросил. У меня поплавок всплыл. Пока я с той занимался, у меня этот уже лежит. Хорошая, смотри, как бьется-то. А? Вот он плывет, мой хороший лещ. Великолепно. Ой, красавец-то какой. Пластом идет пластом. А назад, сейчас мы его поймаем. Поймали. Вот такая замечательная, друзья, рыбалка. Вот она, хороший. А вот это, друзья, почти подкилишничек, между прочим. Ну, грамм 800-900 точно есть. Вот она, Лещинский. Хорош. Садочек его. Вот его-то как раз я и ждал. Такой хороший. Все, отпускаем его в садочек и будем ловить дальше, пока есть возможность. Вот, друзья, закончилась моя рыбалочка. Вот такой садочек я сегодня набил. Гляньте, вот какие хорошие лещи сверху лежат. Вот такие великолепные поплавки и принесли мне сегодня удачу. Матч-слайдер с лодки. Что может быть прекрасней на глубине 11 метров и дистанции 15 метров от лодки? Великолепная рыбалка на Селигере, друзья. Великолепная.